Плов, говяжий плов с одесского двора. Ребята, мы с вами сегодня будем готовить. С вами Одессит на кухне, привет, друзья. И вы находитесь на моей одесской уютной кухне. И для приготовления нашего, почему говорю, первого плова, мы уже готовили пловы, но одесский плов мы готовим первый раз. Я вам расскажу целую историю, как вообще готовился плов в двух дворах. На Вегера у моей бабушки и на Щепкина, там где я жил. Что помню, все расскажу. Прямо по приготовлению. Вот, именно вот говяжий плов я уже готовил на Щепкина. На Вегера я был помоложе. На Щепкина я больше помню. Я начинаю с него. Это будет целая эпопея. Не знаю, как это правильно в кинематографе сказать. Это будет не сериал, это сериалище будет. Из различных пловов, ребята. Их у меня на запасе еще 3 одесских. И, конечно, мы приготовим оригинальные и узбекский плов, и так далее, и так далее. Но сегодня мы готовим настоящий плов из говядины с одесского двора. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребята, мясо, говядина, соответственно. Расскажу историю, у меня шея. Морковочка. Красная, не желтая морковка, ребята. Тоже расскажу эту историю. Красная морковка. Или оранжевая наша обычная морковка. Чеснок, острый перец. Барбарис, зира, рис. Ребята, у меня басматик сегодня. По рису тоже поговорим. Лук для плова, соль, перец, масло, соответственно. И, конечно, какой плов подается без салата для плова. Мы его сделаем из помидорчиков, из свежих помидоров и, конечно, прекрасного красного лука Марс. И, конечно, нужен казан. Ребята, вот в Одессе можно было готовить в любой, хоть в кастрюле готовили плов. Честно, были такие. Я вот заходил на одесские кухни, многие везде готовили. Но всегда почему-то в Одессе, когда во дворе готовились, где-то они находили вот этот, как я называл его, чаша молодости. Такой овальный казан, вот который, как у меня, примерно похожий. Вот такой вон казанчик готовили в таком вот казане плов. Все, ребята, раздвигаю. И сразу вам скажу, с чего начнем. Первый шаг будет наш. Это приготовление продуктов. Плов должен готовиться без суеты. Спокойно, тихо, но с подсказками. И мы сейчас пока подготовим морковочку, я почищу и нарежу ее. Буду нарезать, расскажу в случае за морковочку. Мяско нарежу обязательно, лучок нарежу. И поставлю уже казан, будем нагревать и начинать готовить. И маленькие секреты ждите от меня. Шаг за шагом будем готовить вместе с вами. И вот этот дворовой плов, как я говорю, с одесского двора, да, начиналось все приготовление, конечно, с закупок. Все собирались там, этого мы, дети, не видели. Они обсуждали, но я слышал, кто-то хотел из говядины, кто-то из курятины, кто-то из баранины, кто-то там что-то за курдюк говорил. И вот это слово, кстати, зирвак, да, сейчас оно популярно, это вот называли просто, с чего будем делать подливку для плова. Понимаете, одесский двор, какой зирвак на то время. Мне 12 лет или 11 на то было время. Я же говорю, просто, ну, короче, шли все за закупками. Покупали морковку, вот говядину на данный момент. Всегда выбиралось дешевое мясо, это либо шея. Ну, по максимальному, на двор надо было дешевое мясо купить, скинуться и приготовить вкусный плов. И мы это сегодня сделаем. А пока дальше, я же говорю, ребята, и вот занимались пловом 3 человека, но все им подсказывали. Там вот обычно мужчины занимались, да, там не помню, дядя Миша, кажется, дядя Леня и дядя Витя, да. Вот их было 3, и весь двор обязательно им подсказывал. Расскажу такие истории интересные, даже узбек был. И расскажу, что он подсказывал. А пока мы что делаем? Первое, мы нарезаем лук, да, и ставим уже нагревать наш казан. Я буду на дальней сейчас конфорке, у меня на максимальном огне. И там он и останется на дальней конфорке, я буду делать на дальней конфорке его, весь плов. Сейчас я нагреваю просто казан и режу лук. Маленький, кстати, вот у меня маленький лук, да, есть, я его оставлю, расскажу почему.
Сейчас. И вот у меня есть весь остальной лук, я режу полукольцами. Вот, разрезаю, даже не полукольцами, можно и мельче, наверное. Вот здесь большой, моими любимые. Такой не сильно мелко, не сильно крупно. А казан разогревается. Этим временем я сейчас переставлю на максимально большую конфорку мою. Ребята, что вы думаете, в Одесском дворе в центре готовили на огне, на костре? Куда? Центр города. Выносился баллон и ставилась такая, даже не знаю ее сейчас назвать, это не газовая плита, а газовая турбина. Самодельная, где-то кто-то там на заводе, на стальканате или на краяне ее сделал, подключалась, там такая была, ну, регулировалась она, конечно, там регулятор был, но там просто действительно турбина, если ее просто без казана поставить, наверное, до 3-го этажа было бы пламя. Вот так вот готовили, да. Продолжаем дальше, режу лук. И, в общем-то, все приносили продукты, как обычно, курдюка не находилось в нужное время, в нужный час. И использовали обычное подсолнечное масло в Одессе. Обычное подсолнечное масло. Так как и я курдюк не нашел, но обязательно мы узбекский плов приготовим. Выливаем масло. Ребята, количество продуктов я на килограмм распишу под видео вам. Распишу всех продуктов этих, сколько я использую, на килограмм распишу. Все, лучочек нарезали. Ждем, пока масло прокалится. Что это значит? Должен пойти дым. Это самое главное. И самое, что интересное, да, раскаливали масло, чтобы появился дымок. Хорошо прокалить надо масло. И тут забегал соседский хлопчик, немножечко моложе нас, ну, наверное, ему, вот я же говорю, мне 11-12 было, а ему 8 лет. И половина жизни, в общем-то, он прожил в Одессе, в соседнем дворе. Но он постоянно бегал в этой тюбетейке, понимаете, узбекской. И он забегал, говорит, вот в это масло надо кинуть целую луковицу, чтоб из масла лук забрал самое вредное. И 3 мужиков брали маленькую луковицу и отправляли после того, как прокалить в масло, и обжаривали ее. И он говорит, говорит, я вот как сейчас помню с детства, говорит, до карамелизованного цвета, до темного цвета эту луковицу надо обжарить, перед тем, как дальше продолжить следующий шаг. И так эти взрослые дядьки это делали, и потом удивлялись, ребята. Сначала шел сизый дым, а потом беленький вкусный аромат появлялся у этого масла. Ребята, и сейчас как у меня на кухне, здесь просто аромат масла. Был только вот запах сизого дыма, он исчез. И аромат масла. Вытяжку, конечно, я включаю, когда не снимаю, чтобы не гудеть вам. Ну вот мы обжарили его вот до такого цвета, до карамелизованного. Мы оставляем его, он еще нам пригодится. Все, я его убираю. И теперь идет у нас на сковородку. И в этот момент, как всегда, баба Катя выходила из окна, как я говорю. Она не выходила, она просто вот так становилась, и все окно было баба Катя. И мальчики, говорит, вы правильно нарезали лук полукольцами. Понимаете? Мальчики давно готовили несколько раз, но все равно она каждый раз им подсказывала. Все, полукольцами отправляем лук в наше масло. Ребята, лук должен полностью... Вот он влагу имеет и полностью зажарится. Именно вытопить влагу до карамельного цвета его мы должны обжарить. Мы сейчас будем обжаривать, а я дальше буду пошагово вместе с вами подготавливать продукты. И, конечно, помешиваем. В процессе обязательно помешиваем. Все готовим сейчас на максимально. Вот где максимально, почему я сюда переставил. У меня вот здесь самая почему-то большая конфорка по газу. Хотелось бы еще больше, но вот на максимальной конфорке я готовлю на полном газе, ребята. Видите, плов готовится не спеша. Вот самое главное начать, задаток, да. Там ребята всегда себе там подливали хорошие охладительные напитки и продолжали готовить лук. Но следующим этапом это было мясо. И тут собирались самые главные знатоки. При том же там были и узбеки, и армяне, и грузины. И почему-то у каждого имя было бы или Фима,
или Эммануил Яковлевич, либо Левинзон. И все они были разных национальностей, друзья, представляете, каждый свое рассказывал историю, как на плов, особенно говяжье мясо, нарезать. Все заканчивалось просто. Опять баба Катя выходила, говорит, ребята, если вы нарежете крупно, мне придется потом его там перерезать. Говорит, режьте мелко сразу. Они договаривались и резали 2 сантиметра на 2 сантиметра. То же самое и мы сделаем примерно. Вот так вот мы разрежем мясо, я на одном кусочке покажу. И вот такими, ой, у меня аж слюня уже течет. И вот такими вот кусочками мы нарежем мясо наше. Все, перерезаю все мясо. Ребята, и ориентируюсь, как я говорил, чтобы он был полностью выжарен, ориентируюсь по этому луку, который я первый. Он должен быть карамельный. Вот примерно такого цвета. Но не сильно там совсем. Еще пару минут. На максимальном все огне. Ребята, не хватает мне газа. Надо, конечно, вот эту турбинку где-то найти. Одесскую. И будет все шикарно. Прямо можно здесь баллончик у меня есть. Как пыхнет. Хорошо, что не подвесной потолок. Ребята, сейчас вот 3 секунды. 3 секунды. А этим временем я уже нарезал мясо. Да? Вот оно, какая у нас красавица. Мясо. Все, 3 секунды отправляем мясо. Раз, два, три. Все, отправили мясо. И хорошо перемешиваем. Хорошо перемешиваем. И дальше тушим, жарим на этом же огне хорошо полностью. Во. О, какая красота. Все, тушим. А этим временем, сейчас покажу, чем будем заниматься. Как раз моя бабушка Лидия Ивановна выходила в это время, говорила, говорит, а чего карамель, сахара не добавили? Ей говорили, мы сейчас сделаем немножечко коричневого напитка, и сладость у вас в жизни появится. И наше мясо жарится, максимальный огонь, как я говорю. Мясо так же самое, как и лук, нужно, чтобы она отдала влагу. Ребята, но не 100%, как и лук. Где-то процентов 70 влаги оно должно отдать и выпариться. У меня газ сегодня подводит наш одесский. Но ничего, мы немножечко дольше подождем и вкуснее будет. Вот так вот. А дальше пока с мясом. Ребята, вот рис можно заливать, чтобы он набухал. Час, полтора, два, 3,5, как и нут. Мы когда-то будем готовить казан. Казан, говорю, казан-то у нас есть, казан-кебаб, хотел сказать, казан-кебаб тоже обязательно приготовим. Будем готовить рис, плов, я говорю, узбекский, да, там есть в некоторых вариациях узбекского плова добавление нута. Вот он тоже замачивается надолго, именно замачивается, не разваривается, а именно он замачивается на ночь. А вот здесь мы рис замачиваем. Честно, в Одессе замачивала рис, опять же, та же тетя Катя. Она себе спокойненько вечером замочила, утром уже, ну не утром, но уже где-то к обеду она выносила, чтобы закидывали рис, потому что уже все хотят кушать после обеда. И, кстати, была история такая, вот мы как раз насчет риса заговорили, а я вспомнил такую историю. Та же баба Катя кричала, дети, идите ко мне. Говорит, хватит стоять около этого мяса. Идите, она отрезала вот половинку, вот, кирпичик, да, вот прямо напополам она нарезала кирпичик и потом нарезала пластинами этот хлеб кирпичик. Самое интересное, вы же кирпичик понимаете, что он прямоугольный, квадратный, да, можно сказать. Но у нее котлета, лодочка закрывала весь этот кусочек хлеба кирпичик. Говорит, идите пока покушайте, потом наедитесь этой каши. Ну, мы замачиваем рис, добавляем соль. Это первая часть соли, это просто, не переживайте, вы можете и больше добавить соли. Вы не пересолите рис, это специально делается, чтобы крахмал правильно выделился и соль закупорила эти трещинки в рисе, если они есть, любого сорта. Заливаем теплой водой, где-то градусов 55-65, все, не больше. Заливаю, а пока я смешаю мясо. Она уже шкварчит вкусно. И запах, и аромат. Ой-ой-ой, пошел процесс, ребята. А дальше будем заниматься морковочкой.
Наш одесский плов из говядины готовится на одесской кухне. И вы с одесситом на кухне его делаете, и у вас будет все вкусно. И наше мясо жарится, и мы занимаемся морковочкой. И вот как моя бабушка говорила, Миша, нарежь морковочку как солями, как колбаску. Тогда солями, конечно, не было, ну, солями было. И говорит, Миша, говорит, отвечал, да, Лидия Ивановна, сейчас все будет для закусу бутерброды. И потом продолжал резать морковку. Вот резал как солями, или как колбаску. Вот таким вот образом. Не сильно толсто, не сильно тонко. Вот так вот. И перерезал вот так вот. Вот так вот. О, вот такими ромбиками. Эту морковочку. Ну и, конечно, он изначально резал колбаску, а потом вот этой морковочкой занимался, а мясо до сих пор жарится у нас. Сейчас я прямо перейду с вами до мяса и покажу, что происходит в казане. В казане уже почти что все хорошо, уже началось. Но это еще не все. Все будет, когда немножечко мясо зарумянится. Так как и лучок. Смотрим по нашему первому лучку. Все ориентируемся за жарку по нашему первому лучку. И мясо, и лучок. Здесь самое главное, ребята, не переживайте. Вот видите, я дорезаю морковку спокойно, без суеты. И вот здесь вы видите на ложке поджарочки, да, вот эти поджарочки, это самая смакота. Вот этот цвет луковый. Сейчас морковки отдаст наше мясо и лук. И это будет просто шедеврально. Вот это самое главное. Вот эти поджарочки никуда не выкидывайте. Они здесь должны быть. И мы отправляем как раз, когда мы видим, уже зажарилась вот эта морковочку сверху. О, кубиком достаточно. Ребята, если у вас желтая морковка, как моя бабушка говорила, зеленая морковка, она желтая просто. Вы должны дать ей больше готовиться. Оранжевая, вот эта наша желтая морковка, она быстрее приготавливается. Где-то минут 15-20, сейчас вернусь к вам. И, конечно, сейчас перемешиваем. О, поперемешали, немножечко даем тоже поджариться морковки. Но морковка не должна жариться. Сейчас я вернусь к вам буквально быстро. О, какая красота у нас, посмотрите. Пока мы обжариваем морковочку. Вот. Не сильно прилипло, но есть уже поджарочки. Это важно. Морковочка сейчас будет вся в них. А, какая красотища. И посмотрите, как наша морковочка сразу жир, да, впитала в себя. Но сейчас мы, вот у меня часть здесь, все, я же говорю, количество, вот здесь у меня зира, здесь у меня барбарис, ребята. Вот эти ягодки, тетя Катя тоже называла, говорит, а что такое недоспелый виноград кислый? Да, это барбарис. Надо сладкого, кстати, готовиться, плов мы готовили. Ребята, чтоб правильно, сюда даже поставлю, потому что неудобно все сегодня. И вот беру часть и разминаю вот так вот в ладошках зиру, половинку, только половинку наших специй добавляю сюда. Вот так вот, еще раз. О, половинку добавили, все, есть. Так же само половинку барбариса насыпаю уже сюда. Вот так вот. О. Ровно половинку. Аромат пошел. И, конечно, перемешиваю. Чайник уже у меня на плите закипает. Конечно, перемешиваю. О, такая вот красотища. О, ребята. Это просто что-то. Одесский плов с говядиной. Вот только так готовили в одесских дворах. Не по-другому. Никакой каши. Как тетя Катя говорит, у меня каша лучше, чем вы там плов готовите. Ничего подобного. Мы, конечно, приготовим смачный плов по-одесски. И сейчас мы, до того, как добавлять воды, солим немножко. Именно солим вот это состояние. Мы, помните, в рис добавили соль, мы еще подсолим рис в любом случае. Солим и немножечко черного перца. Кто любит
кинзу, добавляйте кинзу. Но я сегодня без кинзы. У меня соль и черный перец. Классика. Одесского двора. Когда и специй было немного. Как-то раз, кстати, была штука, что зиру перепутали с тмином. Представляете, что это было? Но мы сегодня не перепутали, мы настоящую зиру добавили. И закипел наш чайник наконец-то. Долго немножко ждали, но ничего страшного. И заливаем. Выключаем и заливаем нашу морковочку. Вот так вот, чтобы покрыло водичкой. О, оно начнет бурчать. Ну ничего страшного. Вот чтобы покрыло полностью нашу морковочку. Вот так вот. О, хорошо. Все, покрыло. Сейчас посмотрим. Придавим, покрыло. А даже можно еще некоторые вещи не покрыло. Вот покрыть должно. Вот так вот. О, я думаю, сейчас уже точно достаточно. Перемешаем, посмотрим. Подмешиваем. Вот так вот это все. Ой, какой аромат, какая красота. Вот так всегда. Все, есть красота. И еще немножко мне надо. Еще чуть-чуть. Потом меньше. Всегда можно доливать воды. Всегда. И на рис доливать воды. Но здесь лучше сделать вот этот, как баба Катя говорила, подливку смачно и быстро. Ребята, но это еще не все. Вот сейчас мы еще немножко добавим воды. Я уже просто на глаз вижу по консистенции. Даже количество воды вам напишу, сколько будет надо. О, все. Этого уже достаточно. Сейчас оно все закипит, конечно. Но перед этим нам нужно что сделать? Нам нужно сюда отправить чесночок. Чесночок мы от шкалупы сверху, но не разрывали. Он все отдаст полностью. Отправляем сюда. Раз. Два. Вот так вот. Три. И перчик вот посередине. Прямо целый. Не разрубываем, не режем. Ничего. И погружаем чесночок. Погружаем чесночок. Вот так вот. Раз. Два. Вот так вот поглубже. Чтобы он погрузился сюда. Уже больше мешать не будем просто. Прикручиваем на медленный огонь. Вот теперь на медленный огонь. Берем либо миску, но я еще не обзавелся красивой тарелкой, как говорят. У кого-то была. А у меня есть фольга. Можно миску. Но я использовать буду фольгу, ребята. Вот беру фольгу и делаю красивую укрылочку. Вот просто укрылочку делаю. Где-то загинаю, где-то подгинаю. Вот такую укрылочку делаю для этого всего. Вот так вот. Смачно, красиво. Опускаю, закрываю. Вот так они и делали. Но только кто-то использовал марлю тогда. Но сегодня у нас есть фольга. Мир не стоит на месте. Вот. Все. Под краешек прижали. Красивенько. Вот как тарелочка. Да, у нас получилась замечательная тарелочка. Берем крышечку. Оп. Переворачиваем. Накрываем. И забываем на 40 минут. На медленном огне. И вот сейчас уже подходит время, ребята, 30-40 минут, так как я говорил, оно кипит, все. Рис. Рис мы не промывали еще. Некоторые промывают до, не надо. Вот в Одессе всегда заливали, вот чуть-чуть сольки и все. И потом моя бабушка говорила, чтоб я своему внучку просто давала воду пить из этого риса. Это значит, нужно сейчас тщательно промыть. Когда вы будете, я покажу, я не буду сейчас под кран тащить. Но я могу никакой ложкой, только ручки, ребята. Берем вот так вот и аккуратно промываем и сливаем воду. Вот сейчас я помешаю первый слой, вот здесь белый слой, да, слил. И вот, чтобы он был прозрачный, абсолютно прозрачный. Все, отправляюсь промывать. Ребята, посмотрите, какой шедевр. Я вот сейчас вынимаю аккуратненько чесночок, пока на отдельную тарелочку. Он нам еще пригодится, никуда его не деем. Просто вынимаем аккуратненько, нежненько, как говорится.
Вот так вот аккуратно, нежно вынимаем. Это чесночок. И, конечно, наш острый перчик, чтобы не повредить его. А хотя это разницы небольшой не имеет, ребята. На такое количество вот этот перец, это слезы. Все, вот теперь можно и перемешать, показать, какая. Посмотрите, вот просто на бульон. Я даже ничего не хочу перемешивать. Посмотрите, вот бульон вот так разведу. О, посмотрите, посмотрите, какая красота. Прозрачный почти что бульон. Смотрите, ай, смакота. Ребята, все, перемешиваем аккуратненько. Вот просто аккуратненько перемешиваем. И сейчас нам нужно включить опять же максимальный огонь после этого. Во, включили максимальный огонь, посмотрите, зирак становится все еще прозрачнее. Просто, ну просто вот мясо видно, вот оно, видите? Ну, вот оно, вот, ребята, вот мясо, смотрите. Все, бульбочки пошли. И отправляем рис. Все, закипел наш. Опять вернусь к тете Кате. Подливка для плова закипела. Какой зирак? Подливка для плова, ребята. В Одессе подливка для плова. Зирак кто знал и что знали, как говорится. Рис промываем всегда теплой. Замачиваем и промываем теплой водой. Вот такой он рассыпчатый получается. У меня басматик, ребята. Любой рис можно использовать. Отправляю. Извините, тяжелый немножко набух. Все, отправляю рисок сюда. Я буду смотреть, нужно будет добавлять воды. Я специально с запасом добавил воды в зирак, ребята. Не суетитесь, как я говорю. Воды всегда можно добавить. Потому что некоторые, в зирак не добавили, в сухой зирак закинули плов. Лучше зирак сделать более водянистый, чем потом добавлять постоянно воды. Тогда будет еще вкуснее. Все. Весь рис отправили. И теперь распределяем. Вот так вот распределяем и смотрим. Если надо будет вода, будем добавлять. Не надо. Вот я всегда говорю, есть у вас указательный палец. Вот первая фаланга, столько должно быть. Не надо, бух, котел и сразу сварился. Но примерно. Все, вот так вот. Ничего. Вот просто вот как закинули рис и вот так вот разровняли рис. Что выплыло? Мясо выплыло хорошо. Замечательно, можете даже попробовать его. Если выплыло вот это мясо, возьмите и попробуйте его, значит оно для вас. Все, вот так вот полностью разравниваем рис. О, шикардосно, ребята. И я думаю, что вот я сделал идеальный зирак. Почему сейчас нужно сделать побольше огонь? Чтобы масло поднялось наверх. Ребятки, все, вот оно должно вот так вот кипеть покамесь. Ничем не закрываем. Отправляем чесночок обратно. Вот наши чесночки, да, которые мы доставали, отправляю ручками. Видите, он уже остыл. Обратно. И, конечно, перчик. Мяско оставлю себе. Мяско здесь. Лучок расскажу где. Сок сливаем. Нам не нужен сок. Все, погружаем. Погружаем наши чесночки вот сюда, вот поглубже, вот так прямо, вот туда отправляем. Пусть там где-то плавают. Они все отдадут, вот так вот хорошо погружаем. Вот. И еще туда же их. О, видите, они всплывают там. И немножечко еще. И ну и перчик туда же. Ребята, один перец ничего не будет. 3 уже, наверное, для смака. Все, есть. Не солим, потому что немножечко нашу подливку мы подсаливаем больше, то, что я говорил. Все. Теперь смотрите, друзья, очень все просто. Ждем немножко. Ждем немножко, пусть поварится. Посмотрите, что я буду делать дальше. Ребятки, еще соль не добавляю, я добавляю специи. Я вот зиру беру, еще чуть-чуть, где-то, ну, просто чайную ложечку. Все, достаточно. И размешиваю так вот хорошо, расталкиваю, как толчонки. И потихоньку отправляю. Если надо, еще добавлю, посмотрю. Ну, я думаю, что достаточно будет. О, остаток немножечко. Вот так вот. Барбарис. Все.
Ребятки, видите, какая красотень. Потихонечку начинаю прикручивать газ, чтобы меньше было кипения. Потихоньку, не сразу. Пока есть вода. Сейчас буду показывать, что дальше. А пока этот кусочек мяса я попробую. Ребята, и все. Вот оно прокипело немножко. А теперь вот от краев, видите, у меня больше... Смотрите, как у вас. У меня больше, видите, в какой зоне? Это я на минималку поставил. Сейчас ставим на минималочку, где кипит. На краях не кипит. Я подвигаю все к серединочке плов. Если кипит по всему, не надо это делать. Я просто вам подсказку делаю. Вот так вот. Подвигаю горочкой к серединочке. И дальше продолжаю готовить. Но фольгу я не выкидываю. У меня фольга здесь. Вот так вот поднимаю. Вот так вот. Раз. Красивенько. Вот сюда еще можно поднять. Потому что у меня серединочка кипит. Я могу поднять. Вот так раз. Даже немножечко. Ну, не цепляйте мясо, морковку сильно. Вот сколько зацепите, там понятно. Столько зацепите. У меня риса просто... Я не люблю много риса. Вот я вот так вот делаю. О. И все. Разравниваем красиво. Вот так вот. Красивенько разравниваем. Вот так вот. Чтобы сок был по бокам у нас. А рис вот здесь в серединке. Там уже и чесночок, и наш перчик. Все красивенько. Вот так вот. О, смотрите, какая прелесть. О, наверх, что упало. Все подтягиваем наверх. Красивенько разравниваем. Где-то зацепили морковочку. Все, вот так вот. Сейчас вернемся, посмотрим, что дальше будет. Ребятки, если у вас есть блюдо, закрываете сверху, но у меня блюда нету. И самое главное, что большой секрет, ребята, нам сейчас не нужна влага уже. Рис напитает влагу и все остальное. А вот здесь будет котлованчик воды, который соберется, который мы выльем. Все, я вот выливаю со сковородочки остатки воды. Со сковородки, крышка, у меня крышка сковородка. И переворачиваю. И где-то... Ребята, на минут 15-20 оставляю и вернусь к вам. Ребята, и конечно в Одессе, как говорила моя бабушка с тетей Катей, и тетя Вера еще подсоединялась. Тетя Вера была очень скромная. Говорит, ребята, просто все. Мы кушаем вкусно всегда в нашем дворе. И вот тетя Вера говорила, что для плова нужно сделать правильный салатик. А салатик в Одессе это ж искусство, правильно? И мы будем делать это искусство. Мы берем помидоры, красный лук. И вот этот лук, как говорил дядя Миша, тете Вере, говорит, этот лук дополняет этот салатик. Мы сейчас все красивенько, медленно нарежем. Начинаем от помидорки резать моими трехугольничками. Потом лучок трехугольничками. И этот лучок маленькими скибочками. Начинаем с помидорки. Берем помидорку трехугольничками. Трехугольничками все просто. Раз. Отрезаем всякие ерундистики. Вот так вот. Все, что невкусно, отрезаем. И берем вот так вот. Раз. И разрезаем. Все, вернусь на луки. Дальше режу помидор. Красивенько, смачно. Если даже найдешь, но он не такой крымский. Понимаете? Берем Марс обычный, который в магазинах нарезаем. То же самое вот треугольниками. В Одесском дворе брали крымский. И все. Вот наш лучочек, либо Марс, либо ялтинский, просто вот постоял немножечко и все, ребята. Если вдруг Марс горький, попробуйте. Я вот, честно говоря, сахарка добавил чуть-чуть. Не буду это описывать пока. Дальше продолжаю. Вот у меня тут тарелочка, оператор убирает. Вот, разрезал, видите, лучочек, который мы вначале делали. Но мы убираем с него верхнюю шкурочку. Вот эту верхнюю шкурочку зажаренную, да, вот так вот раз. Убрали. И то же самое с другой части я уберу и меленько нарежу.
Вот так вот меренько нарежу в наш салатик. Это будет просто смак, потому что аромат масла, который был, не передать. Все, нарезаю, возвращаюсь, снимаю верхнюю шкурочку. Беру перец, сюда перчика. Хорошо так, смачно перчик. И соли, конечно. Перемешиваем, а заправляем вот здесь. Можно аджикой, можно маслом, можно, ну, чем угодно, ребята, с зеленой аджикой, маслом, маслом жареным, оливковым маслом. Чем вы хотите, тем и заправляйте это салат. Вы перемешайте, пусть он замаринуется где-то минут 15-20, а потом при подаче заправляйте чем хотите. И вот почти что у нас готово. Сейчас посмотрю еще немножечко. Вот так вот. Разверну. Нет, ребята. Нет. Нет. Нет и нет. Мы дальше выпариваем воду. Подгребаем. Нормально. Вот так вот. Можно оставить, наверное, крышечку сейчас. Вот в Одессе всегда так делали. Нет. Мы выпариваем воду из риса. Ребята, я вот сейчас посмотрел и вспомнил с детства. Дядя Витя брал вилку. Ну, не такую, конечно, как у меня. Тогда была побольше вилка. И он брал вот так вот. Брал и вот так вот. Раз. Делал вот такие штуки в плове, чтобы больше выпарить воду из риса. Вот вы возьмите любую вилку или ножик, там разницы нету. И вот так вот покоцайте. О, все. И теперь не закрываем крышкой. Ну и что? Берем, перемешиваем снизу кверху. Вот так вот аккуратненько перемешиваем. О. Рассыпаем. Вот так вот. Сок уже выпарился. Вот так вот. О. Хорошо перемешиваем. Все, перемешаем и будем пробовать скоро с вами, друзья. И наш плов готовится. Традиционный анекдот от меня, от одессита кухни. Все мы любим пельмени. Люблю я пельмени. Нальешь водички, добавишь зелени, лаврушечки, соли. Ну, если еще и деньги есть, то и пельмени. Ребята, посмотрите, просто смачной, красивый, классный наш плов получился. Замечательный. И, конечно, он подается с салатом помидорным. Заправляйте маслом, чем угодно. Давайте я быстренько попробую его. Вот так вот. О, с мясечком. Красота. Посмотрите, какая красота одесская. Вы себе не представляете. Смак неимоверный, а запах. Запах можно. Ребятки, а я еще возьму из казана возьму. Можно? Тарелочку из казана. Мясца. О, хочу мясца такого жирного, классного по-одесски. Я всегда, когда малый был, подбегал. А мы подбегали до того, как рис кидали. Мясо забирали. Вот, как раз я это заберу. Аромат специй. Вкус мяса. И, конечно, идеальный разваленный, разваленный, я говорю. Развалины, конечно. Он уже разваливается, рис.
С вами была Действительно Кухня. Люблю, целую, обнимаю вас. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. Вашим семьям здоровья побольше. До скорых встреч. Пока-пока.